Следующим альбомом, подаренным мне Эрин Дейли, является оригинал второго студийного альбома группы Moby Grape. Альбом называется Grape Jam. Альбом был выпущен в 1968 году. Данный экземпляр, который я держу в руках, довольно-таки в хорошем состоянии, хотя и не в таком замечательном, как полученный мною дебютный студийный альбом. Дело в том, что в некоторых изданиях вы встретите такие данные, что данный альбом является не вторым, а третьим. Дело в том, что в 1968 году у группы Moby Grape выходило два альбома. И иногда эти альбомы продавались вместе, в комплекте. Еще один альбом, вышедший в 1968 году, назывался «Wow». И вот вы могли купить в одном комплекте два альбома – Grape Jam и альбом «Wow». И вот действительно определить, какой из них второй, какой из них третий, будем считать это на усмотрение слушателя. Альбом не получал хвалебных отзывов от критиков и был коммерческим разочарованием для группы, хотя и занял 20 место в чарте Billboard. Обложку альбома считали весьма неудачной. Пластинка Grape Jam представляла собой один из свободных импровизированных студийных джемов. В своем обзоре альбома для AllMusic Марк Деминг написал: «Двумя самыми сильными сторонами Moby Grape было то, что все 5 участников группы были первоклассными музыкантами и великолепными авторами песен. Grape Jam наглядно демонстрирует первое достоинство, тогда как второе вообще практически не фигурирует в данной формуле. Как следует из названия, Grape Jam состоит из 5 полуимпровизированных композиций, в которых музыканты долго растягиваются, в основном на медленных блюзовых композициях, с множеством первоклассных гитарных партий Питера Льюиса, Джерри Миллера и Скипа Спенса, в то время как Эл Купер и Майк Блумфилд сидят за клавишными и исполняют несколько партий. Хотя здесь есть мощное соло, а ритм-секция Боба Мосли и Дона Стивенсона показывает, что они могут адаптироваться ко всему, что выдает группа, в нем отсутствует мелодичность и плотное исполнение, которые сделали предыдущий альбом Moby Grape одним из лучших дебютных альбомов всех времен. Какими бы хорошими ни были представленные здесь импровизации, отличные соло не так уж много значат без контекста хорошей песни. И это становится до более очевидным в таких треках альбома, как Boysenberry Jam, Blackcurrant Jam. Альбом Grape Jam сродни тому, как горстка талантливых музыкантов бездельничает, и хотя талант очевиден, бесцельность музыки также очевидна. В отличие от профессионального критика, мое личное впечатление от этого альбома положительное. И здесь действительно классный блюзовый эйсид-роковый джем. Весьма приятно звучит открывающий альбом трек Never. Второй трек альбома Boysenberry Jam инструментал с неплохой партией импровизации на фортепиано. Звучит несложно, но привлекательно. Третий инструментальный трек Blackcurrant Jam с хорошей работой фортепиано. На мой личный взгляд, хорошая джемовая мелодия. Четвертый инструментальный трек альбома под названием «Мармелад» звучит более 14 минут. Здесь на фортепиано отработал Майк Блумфилд. Как вы знаете, в 2003 году он занял 22 место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Завершает альбом трек «The Lake». Пара радиостанций из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса каким-то образом убедили менеджера Moby Grape Мэтью Катца согласиться на конкурс «Напиши песню для Moby Grape». Радиостанции ранее проводили аналогичное мероприятие с группой The Buffalo Springfield. И вот Майкл Хейвард выиграл конкурс, и его песня «The Lake» появилась на альбоме Moby Grape. Майк написал текст песни, а музыку сама группа. В результате получился какой-то диссонирующий коллаж. Честно говоря, не особо впечатляет. Подводя итог своего впечатления об этом джемовом альбоме, могу сказать, что слушать его интересно и приятно. Но это сугубо мои личные впечатления. Как я и говорил ранее, в моей коллекции до получения 2 подаренных мне альбомов группы Moby Grape уже был один альбом этой группы. Это альбом Live Grape. Альбом был выпущен группой в 1978 году.
В моей коллекции данный альбом представлен перевыпуском, выпущенным в период где-то с 79 по 81 год в Западной Германии. На альбоме представлены записи концертных выступлений группы на двух площадках Калифорнии – Shady Grove в Сан-Франциско и In of the Beginning в Катати. В записи альбома принимали участие основные члены группы – Питер Льюис, Джей Миллер и Скип Спенс. Первоначальные участники Боб Моусли и Дон Стивенсон не принимали участие в записи, хотя Боб Моусли время от времени появлялся с группой в этот период. Этот альбом демонстрирует, насколько выросли Льюис и Миллер как авторы песен. Можно судить по этому альбому о том большом потенциале, который был у группы, который по разным причинам группа так и не смогла полностью реализовать. На этом я завершаю обзор новинок, полученных мною в прошлом месяце для моей коллекции винила. К сожалению, из-за продолжающейся кровопролитной колониальной войны Российской империи против Украины, я на сегодняшний день не имею финансовой возможности для расширения своей коллекции. И поэтому вы представьте, как это приятно мне как коллекционеру получать в качестве подарков то, что я на сегодняшний день не могу себе позволить. То есть новые какие-то экземпляры для своей коллекции. Я еще раз благодарю моего друга Крейга Мура, о котором я уже неоднократно рассказывал в своих выпусках, а также замечательного любителя музыки Эрин Дейли за ее прекрасный подарок в виде 2 альбомов Moby Grape. И в конце этого выпуска я хотел бы обратить ваше внимание на пару фактов. В конце мая месяца Генеральная прокуратура Украины обновила данные погибших детей и раненых детей в Украине. На конец мая месяца в Украине российскими войсками было убито более 550 детей, украинских детей, а ранено 1360. Это дети, получившие ранения разной степени. Это подтвержденные данные. Это когда есть все факты, когда есть имя и фамилия убитых детей, есть точные подтверждения ДНК, что это страшные события, которые произошли. Они установлены. Но так как у нас огромная территория Украины оккупирована, полную картину происходящего ужаса никто сегодня назвать не может. Скорее всего, эти цифры будут большими в несколько раз. Я хочу вам показать одно видео, которое сняла украинская женщина. На этом видео ее ребенок. Она сняла это видео сразу после ракетного обстрела их украинского города. И вот ребенок только что пережил ракетный обстрел. Мама дала что-то вкусненькое ребенку, чтобы его успокоить. Ребенок это ест. Посмотрите на реакцию тела ребенка. Посмотрите ему в глаза. Ручки трясуться. Тіла їсти. Приєднятку маленьке моє. Купим. Скажемо, діти від діда купи. Ми макарони зараз будемо їсти. Смачно. Если после увиденного у вас еще останутся какие-то мысли по поводу того, или какие-то оправдания того, что происходит, оправдание тем, что русские здесь борются с мифическими фашистами, что нужно восстанавливать Российскую империю, что нужно бороться с НАТО в Украине почему-то. Если у вас такие мысли в голове еще останутся, то у меня новость для вас. Вы уже очень далеки от того, что мы понимаем под словом «человечность». Ну а на этом на сегодня все. Приятного прослушивания музыки и мира нам всем. До свидания.